Здравствуйте. Автоспорт– давняя разумная практика, собственная заводская спортивная команда. Прежде так поступали даже одиночки из фирмы имени владельца, состоящей из него одного. Затем автомобильный спорт распробовали более серьезные предприятия. Постепенно это стало нормой для больших заводов, подстегивая инженеров, подогревая менеджмент, взбадривая директорат. Участие в гонках помогает находить быстро ошибки, быстро их исправлять, действовать на опережение, предлагая завтрашние инженерные решения уже сегодня. В необычной роли гонщиков себя попробовал Энцо Феррари, Генри Форд, Фердинанд Порше, Винченцо Лянча, что заметно сказалось на производственных затеях их компаний. В Советском Союзе полагалось, чтобы все в стране были либо спортсмены, либо физкультурники. Автомобильные предприятия в обязательном порядке имели собственные заводские команды и участвовали во всех спортивных состязаниях страны и социалистического зарубежья. Москвичи выступали в ралли, на кольце и подробных гонках, ездили на тур Европы, на марафоны Лондон-Сидней, Лондон-Мехико, принудительно выступали на Аргунгу-Сафари и даже строили собственную кольцевую машину для Формулы-1 «Москвич Г5». Горьковчане не отставали, тоже гонялись на своих легковых баржах на ипподромных гонках, на ралли, на шоссейно-кольцевых соревнованиях, а также любили рекордные заезды, создавая специальные гоночные машины редкого вида и странного облика. ГАЗ-51, ГАЗ-53 тоже состязались, выступая в своем зачете на чемпионате грузовых автомобилей СССР. Гонялись даже на запорожцах. Великий Иван Павлович Кошкин, заводской испытатель Запорожского автомобильного завода «Коммунар», был крупнее любого запорожца и не очень помещался внутри, но машины к победе приводил и мастером спорта был по заслугам. Небыстрые УАЗы носились по ухабам, буеракам на ралли-кроссах, взмывая в небо с отрывом всех четырех. На гонках выступал даже ЗИЛ. Для рекордов скорости, позднее для кольцевых гонок, завод на базе правительственных лимузинов постоянно громоздил огромные легковые гоночные машины, которых все боялись вокруг как огня. Гонщики остальных команд старались сразу уйти в отрыв, или умышленно отстать от ЗИЛ-112, поскольку любой контакт с этим слишком тяжелым автомобилем был равносилен танковому тарану. Грузовики ЗИЛ-130 запомнились яркими картинками парящих в небе бортовых машин на кроссе в Бронницах, на прочих состязаниях страны. Заводы к обязательному спорту, финансируемому из бюджета, относились с интересом, и специальные гоночные машины строили с азартом. Инженерам было полезно смастерить автомобиль для специфических задач, усовершенствовать серийную конструкцию, улучшить характеристики, поколдовать с мотором, проверить свежие идеи. Волжский автомобильный завод в автоспорт попал, как и все, по разнарядке. Как только научился делать машины, тут же в приказном порядке завел заводскую команду и начал выступать, показывая хорошие результаты. Поскольку первые «Жигули» были во многом итальянскими «Фиатами», к ним подходили наработки и агрегаты международного уровня, что позволило на Вильнюсской фабрике спортивных автомобилей ВФТС наладить выпуск серийных машин-победителей. Во многом благодаря им автор проекта Стасис Брунза стал 10-кратным чемпионом СССР по ралли и взял 6-е место на международном ралли «Акрополис». Это лучший результат для советского раллиста и советского автомобиля в истории ВРС. Заводская команда Волжского автозавода довольно быстро стала наиболее сильной в стране, сохранившись даже в самые голодные времена. Если нет денег, это не значит, что их нет на развлечения, их нет только на зарплату. На остальное, включая автоспорт, они обычно находились. В наше время заводская команда Волжского дважды автомобильного завода продолжает участвовать в соревнованиях, создавая специальные гоночные машины. Поддерживая традицию использования импортной помощи, чтобы побеждать, необходимо быть выше среднего, на автовазе это невозможно. Все свое средненькое к победе не приведет. Поэтому, например, для международного кольцевого чемпионата ВТСС гоночная «Лада Веста» получила французский мотор мощностью 400 лошадиных сил, английскую коробку передач. Полностью отечественное тоже пытались сделать. Например, «Лада Революшн» с русским мотором.
Но под Revolution пришлось придумывать специальные соревнования, поскольку на общих основаниях сражаться с импортными кольцевыми машинами она была не в состоянии. Но вне зависимости от побед и неудач, импортных моторов или своих собственных, АвтоВАЗ выдерживал важное имиджевое правило. Его гоночные машины считались собственного производства и несли логотип завода. Сегодня АвтоВАЗ находится под прямыми санкциями США. С ним нельзя водиться приличным мальчикам из нормальных стран. Контакты запрещены, помощь недопустима, взаимодействие незаконно. В России решили возродить национальный чемпионат международной Формулы-4. Она была придумана в 2013 году Международной федерацией автоспорта для начинающих гонщиков. Машины для нее строят по правилам взрослых формул. Это не кузовная переделка, когда от серийного автомобиля отрезают все лишнее. Это полноценная гоночная машина настоящего облика. АвтоВАЗ специально для участия в российской четвертой формуле создает свою гоночную команду «Лада Спорт Роснефть Юниор». Но строить гоночные машины не будет. И купит готовые итальянские болиды «Татеус». Это очень известная машина. На ней выступает весь гоночный мир. Команды Италии, Великобритании, Испании, Бразилии, Чехии, Эмиратов. Приобретение итальянских машин полностью соответствует политическим задачам. Показать всему миру, что деньги Роснефти перекупят любые санкции, что никто ничего не сможет поделать с Россией, когда ей очень надо, и что Италия с ее Джорджио Мелони, как и весь озабоченный Украиной Евросоюз, борется с ветряными мельницами, не отказывая себе в удовольствии заработать под ковром. Впервые в истории СССР советская команда не строит гоночные машины из западных комплектующих сама, а в открытую покупает готовые болиды за границей. Когда санкции закончатся официально, «Лада Спорт Роснефть Юниор» спокойно докупит импортных гонщиков и на итальянских машинах поедет на международный чемпионат. При советской власти автоспорт был обязаловкой и в чем-то помогал, в чем-то осложнял жизнь заводов. Гонщики шутили, что в стране не только церковь отделена от государства, но и автоспорт, что не мешало существованию автоспорта в стране, поскольку деньги во все времена были государственные. Но зачем АвтоВАЗу теперь понадобился автоспорт в его нынешнем тяжелейшем положении? Зачем надо под ключ покупать импортную гоночную команду с итальянскими болидами, оборудованием, запчастями, когда завод выживает только за счет дотаций? Когда продажи упали, производимая продукция никому не нужна. Затоваривание склада превысило квартальную норму. Новая модель «Искра» так и не начала выпускаться серийно, поглотив 40 миллиардов рублей. А тут еще «Формула-4». Ради чего разорительные траты? Ради воровства. Автоспорт позволяет списывать любые суммы. Он идеален не для достижений на подиуме, для достижения себе в карман. Автоспорт позволяет украсть миллиарды. Бесследно. Именно поэтому АвтоВАЗ даже в самые голодные годы становления капитализма не отказывался от своей гоночной команды и собственной спортивной программы. Из-за того, что сегодня положение АвтоВАЗа критическое, много не украдешь, поэтому на выручку приходит автоспорт. На АвтоВАЗе придерживаются принципа «умирать полагается с набитыми карманами». Не лыком шита полиция Дубая. Она задала тон всемирной моде на гиперкары, доказав, что большие деньги в умелых руках могут не дать никакого эффекта. Эмиратские полицейские ездить на быстрых машинах не умеют, и деньги, потраченные на лучшие в мире автомобили, пошли на селфи и на пиар. Эмиратским полицейским ответили турки. У них получилось ожидаемо, по-турецки. В Эмиратах полиция нагоняла пафос на свои. В Турции решили сэкономить и с ответным словом выступили на конфискате. Наловили местных наркобаронов, отобрали, что сумели, покрасили в нужный цвет и поехали фотографироваться. Но тут же выяснилось, что автомобилям требуются запчасти, а у наркобаронов их не оказалось. Поэтому автопарк встал на прикол в ожидании, пока полиция устроит налет на подходящий склад с запчастями и конфискует необходимое по списку. Полиция Америки лучше всего выглядит в Голливуде. В реальной жизни она не столь блистательна, но иногда успешно поднимает статус за счет хорошей техники. И это не собственные «Мустанги» или «Камаро».
Вполне понятны остальному миру Роллс-Ройсы. Повезло полиции Италии. Ей местный автопром регулярно делает красивые подарки, поэтому время от времени в газетах случаются сообщения о высоких достижениях, когда полицейские на «Ламборгини» доставляют по назначению донорский орган или умело настигают нарушителей. Сопоставимая картинка у немцев. Их полиция охотно носится на Порше. Получается наглядно, уместно, патриотично. Но в основном реал обитания спортивных автомобилей полиции не очень совпадает с географией их производства. Полное совмещение лишь у итальянцев и немцев. Они исполняют должностные обязанности на суперкарах отечественного производства. Американцы используют импорт, французы позорятся на малолитражках, англичане даже опускаются до электромобилей. Турки остаются турками, в Эмиратах, как всегда, все богаче, чем у окружающих. А что в Японии? Ведь это одна из самых умелых стран по выпуску отличных автомобилей. В таких логичных дисциплинах, как ралли, дрифт, кольцо, у них отменные достижения на прекрасных автомобилях высочайшего уровня. Так на чем ездит японская полиция? В основе японской культуры скромность. Очень сдержанные люди, без излишеств, живущие в чуланах, на циновках, одевающиеся вопреки моде, избегающие спецэффектов, изредка балующихся харакири. Поэтому основные автомобили японской полиции такие же скромные, как в такси. Главная машина – Toyota Crown. У Министерства внутренних дел Японии долгосрочный контракт с Toyota, что позволяет иметь одномарочный парк, техобслуживание, специальные модификации. Крауны красят цвета полицейской опасности и выпускают на публику для патрулирования улиц и дорог. Для оперативников и для следователей обычно закупают Toyota Элеон. Они не получают полицейской раскраски, только мигалку, которую, как все видели в боевиках, в критической ситуации ставят на крышу и мчатся за преступником. Но каждая префектура имеет право покупать любые другие автомобили. И если обстоятельства и бюджет позволяют самостоятельный выбор, машина может оказаться любая, в том числе и очень дорогая, и даже вовсе не Toyota. На Хоккайдо бюджет позволяет, вследствие чего у них на зависть остальным префектурам довольно часто обычная машина для патрулирования Toyota Mark 10 Supercharger мощностью 360 лошадиных сил. Машины полицейского сопровождения, работающие с делегациями, министерствами, с высоким начальством, Lexus GS 450H в комплектации F-Sport, чтобы порадовать гостей мощностью в 450 лошадиных сил. В префектуре Тагичи нашли, чем ответить Хоккайдо, и устроили праздник. Спонсор подарил любимой полиции отличную машину – Honda NSX. По этому поводу был устроен смотр всей техники, состоящей на службе местных полицейских. Автомобили и мотоциклы собрались на парковке перед гипермаркетом, аккуратно построившись несколько рядов. Самурайский начальник в мотоциклетных доспехах короткой рысью выбежал на построение с полагающимся коротким мечом бакидзаши и в лающих интонациях доложил о прибытии. Это японская традиция выкрикивать слова с максимальным натиском и выглядеть яростно и напористо, демонстрируя решимость и преданность. После чего японский командир не уходит, а убегает, что в наше восприятие укладывается с трудом и выглядит как очень неловкая актерская импровизация. Строй автомобилей продемонстрировал наличие не только ожидаемых седанов Toyota, но и отменных спортивных автомобилей других марок. В префектуре Тагичи в полиции служат Nissan GT-R, Lexus LC, Nissan 350Z, не самых свежих годов выпуска. Природная скромность не позволяет японцам бравировать новинками, и для них чем более заслуженная машина со стажем, в возрасте, тем почетнее. Отдельный строй держали мотоциклы. В основном это Honda. Они у полиции большие, красивые, с нарочитым спецоборудованием. Вся техника вдоволь настоялась. Помигала лампочками, спецоборудованием, играя в светомузыку со спецэффектами, как полагается, даже дискотека у японцев по-самурайски сдержанная, на нижнем уровне эмоциональности. Вроде бы торжественный смотр,
но в то же время не отличишь от похорон. Потом все неспешно поехали. Первыми парад открыли мотоциклисты. Они умело проехали парной колонной с включенными красными мигалками, установленными поверх громкоговорителей. Крепление в необычном месте, вполне допустимое. За ними под предводительством головного Lexus LC парадом двинулись автомобили. Вторым в колонне был великий, быстрый Nissan GT-R. За ним стандартный японский автопром, в первую очередь Toyota Crown S220 предыдущего поколения, своим отставанием от моды, поддерживающая праведный имидж японской скромности. За ними тоже немолодой Nissan 350Z. Затем Honda NSX 92-го модельного года. А где главное действующее лицо, в честь которого праздник? Автогонщик Тошио Кобаяши преподнес полиции свою любимую Acura NSX. Это очень новая модель, гибридная, с 3 электромоторами, бензиновым V6 мощностью 573 лошадиные силы. Почему ее не было в кадре? Потому что именно она принимала парад. Японская полиция решила познакомить новобранца с коллективом и устроила мероприятие не для людей, а для машин. Зрителей на параде не было специально, только свои полицейские и техника с мигалками. И они торжественно проехали перед Акурой, только что поступившие на службу. Именно поэтому в строю были не только бодрые автомобили предыдущего модельного ряда, но и ветеран, готовящийся к выходу на пенсию, предшествующая версия NSX, прослужившая здесь 30 лет. Полицейским показалось полезным познакомить на парадном построении машины различных поколений из одной семьи. Новейшая Acura NSX парад принимала. Предыдущая NSX с коллегами красиво демонстрировала прелести службы, свою форму, ровный строй, косвенно обещая уважение публики, хороший коллектив, долгие лета. Первое расширение автомобильного функционала случилось одновременно с самим автомобилем. В наследство от кареты он получил фонарь, и с тех пор машиной можно пользоваться для подсветки, освещая где не видно. Затем человечество потратило десятилетия, чтобы сделать машину музыкальной шкатулкой. Музыку в дорогу хотелось всегда. Прежде для этой цели в телегу сажали гармониста, чтобы играл всю дорогу. В случае вельможного выезда ситуация упрощалась, с собой брали полковой оркестр. Но в остальных ситуациях почти не оставалось никаких вариантов. Приходилось либо петь самому, либо играть на губной гармошке. И то, и другое от отчаяния. Но затем в машину в 1919 году смогли поставить радио, и жизнь заиграла. Чуть дольше провозились с проигрывателем, но все же справились. В 1956 году радиолу в автомобиль поставила американская Motorola, используя формат виниловых пластинок минимального диаметра «Миньон». Но настоящее облегчение испытали только с появлением магнитофона на компакт-кассетах. Хотя поначалу в автомобилях недолго существовал менее удобный 8-дорожечный вариант стерео-8, его другое название 8-трак. В его кассете пленка закольцована, в этом смысле запись получала нескончаемая. Со временем мир перешел на изобретенную компанией Philips привычную нам компакт-кассету, и техническое творчество угомонилось, встретив следующее изобретение CD-проигрыватели без особого восторга, как переусложненные и не очень рациональные изделия. Все эти упражнения с музыкой решили проблему полностью, и с тех пор любой автомобиль стал еще и дискотекой на выезде. И всегда хотелось кофе. Совмещать автомобиль и кофеварку тоже начали почти сразу. Развитие трактиров, постоялых дворов, мотелей все время спешило за потребностями, но редко опережало их. А кофе хотелось. Превращение автомобиля в кофеварку удалось только после войны, когда бортовая сеть доросла до 12 вольт, и Volkswagen научился вставлять в прикуриватель не только электрическую зажигалку, но и специальный прибор Hertella Auto Coffee. Конечно же, автомобилем научились пахать. Немецкий он не мог, получился эталонным и расширил не только параметры автомобилизации, но и универсальность сельхозинвентаря. Унимогом и таким же хозяйственным лендровером не только пахали, но и пилили доски, качали воду, поливали огороды.
А сороковкой Toyota Land Cruiser 40-й серии научились ловить рыбу. К машине привязывают сеть, дальше как повезет, везет довольно регулярно. Подводя промежуточный итог, автомобилем можно сварить кофе, зарядить телефон, послушать музыку, посветить на дорогу, поймать рыбу. А теперь можно еще и измерить длину. Хотя линейка у американского пикапа Ford F-150 14-го поколения образца 21 года есть уже 4 года, но ее никто не заметил. Она расположена на внутренней стенке заднего борта, куда заглядывают только владельцы, и с улицы ее не увидишь. И вот линейку на бис изобрела Subaru. Она привыкла к собственной уникальности. Subaru единственная в мире выпускает автомобили с симметричным полным приводом. У нее одно из последних на планете оппозитные двигатели. У нее основная колесная формула 4х4. И все это никому не нужно, неинтересно и давно надоело. Но если грандиозные инженерные решения, они же родовые травмы, публику уже не впечатляют и продажам не способствуют, значит, потребитель измельчал, что вынуждает фирму идти на поводу и тоже мельчать, переходя от великого к мелочному, к менее захватывающим, но более полезным инженерным решениям. И если под капот нынешний водитель не заглядывает и про оппозитный мотор сумеет не догадаться, то увидеть под рукой повседневные подсказки удобного использования автомобиля вполне в состоянии. Хотя, когда на Аутбеке продольные рейлинги на крыше научились в одно касание превращаться в поперечины багажника, оценили новшество не все, поскольку не все смогли об этом догадаться, и мало кто вздумал прочитать инструкцию. Новейшему Subaru Outback 2026 года отныне полагается штатная линейка. Теперь это часть автомобиля, деталь заводского изготовления, наглядная, не спрятанная внутри, выставленная наружу. Она расположена в левом заднем фонаре, являясь стоп-сигналом. Для американцев она в дюймах, первым делом адресована клиентам в США, длина чуть больше 2 футов. В нормальной системе измерений это около 60 сантиметров. Линейка однозначная, перепутать ее не получится. То есть сразу видно, что это именно линейка и ничто иное. Но обнаружить ее в таком месте, на автомобиле, в заднем фонаре, настолько неожиданно, что не столько помогает, сколько изумляет и настораживает. И пользоваться ею неудобно. Ведь в отличие от фордовской, она не прямая. Кузов в этом месте всегда имеет изгиб. И любые измерения либо получаются неточными, либо потребуют гнуть сам предмет. Но ведь когда надо срочно, линейки-то под рукой точно не будет. А тут мимо едет Outback. Можно броситься под колеса с просьбой измерить длину. Если хозяин машины из непосвященных, не знает про оппозитник, симметричный полный привод, рейлинги на крыше, то и про линейку может быть не в курсе и попробует сдать вас в сумасшедший дом. А если водитель продвинутый, то вот еще одна способность современного автомобиля. Теперь им можно мерить длину. Народный автомобиль. Машина для нищих. Такая, чтобы никого не обидеть. Она обязательно должна быть дешевая, примитивная, с единственной функцией – доехать. Первыми с задачей справились немцы. Еще до Volkswagen, народного только по названию и антинародного по сути. Первый в мире народный автомобиль Ганамак 2.10 по прозвищу Комиссброд. Он был выпущен в 1924 году для обнищавших после Первой мировой войны немцев. Следующая волна убогих автомобилей для нищего населения тоже была послесловием к войне, Второй мировой. Хотя тенденцию угадали до ее начала и затевать примитивную технику массово начали в 30-е годы. Но результаты достигли только в 46-м. Тогда по дорогам поехали, чихая, тарахтя, выживший Volkswagen Жук, Citroën Deshwo, BMW Zeta, Messerschmitt кабин-роллер. В СССР народным пытались назвать любой новый автомобиль, кроме сталинского ЗИС-101. СССР был страной счастливого народа, поэтому народным было все, не только концлагеря. СССР добился относительной народности автомобилей лишь в простоте их конструкций, делая очень примитивную технику. Ни по цене, ни по способности ехать, ни по тиражу народными они никогда не получались. Даже «Запорожец», первый в стране автомобиль для частника, не предназначенный ни для чиновника, ни для государственной службы. Он стал героем народных анекдотов, но не стал народным автомобилем.
и симпатию вызывал только из-за цены, оставаясь самым дешевым в стране. Делать народные автомобили в мире перестали сразу, как только разбогатели. В нормальных странах это вполне ожидаемый результат. В России народные автомобили пытаются сделать постоянно. Проект «Мишка» – машина из коробки, купленная в рассрочку по отдельным деталям и агрегатам, собранная своими руками в гараже, была самой карикатурной затеей, но не самой последней. В наши дни министр Мантуров обманывал бюджет и население народным электромобилем «Зетта». Затем эстафетную палочку вожделения подхватил директор КАМАЗа Когогин, созидающий нужный только ему одному народный электромобиль «Атом». Америка в это никогда не играла, поскольку в самом начале автомобилизации получила Генри Форда и его модель Т, снявшую вопрос. Народными в Америке были, кстати, не только Форды, но и Доджи, Олдсмобили, Шевроле. Вся большая американская четверка выпускала народные автомобили огромными тиражами, исправив главную ошибку Европы. Американские машины не были примитивными. Сегодня идея народности неинтересна и не востребована. В нее играют только в России, чтобы осваивать на громкой идее огромные бюджетные средства. Когда станет понятно, что атом не народный и не нужный, деньги будут потрачены. Но вот внезапно народный автомобиль случился где не ждали – в Америке. И он создан по первоначальным лекалам вековой давности, вопреки американской традиции не делать примитив. State Truck. Его первая задача – получиться дешевым, не для нищих, но для небогатых. Вторая – модным, поэтому он электрический. Третья – традиционным, поэтому он пикап. Сочетание этих трех факторов обнадеживает инвесторов и будоражит рынок. State Truck сразу вызвал интерес и дискуссию. State Truck – пикап с несущим кузовом, задним приводом, пластиковыми панелями единственного серого цвета, запасом хода в 240 км, грузоподъемностью 650 кг, воодушевляющей мощностью электромотора 200 лошадиных сил и широчайшими тюнинговыми перспективами. Пункт номер 2 в меню этой народной машины – она модная. И на старте у нее ручные стеклоподъемники, нет мультимедиа, дисплей только один единственный с функцией показывать картинку камеры заднего вида, тряпочное сиденье. Все кнопки и ручки только механические. Нет ни губозакатывателя, ни сенсоров, ни тачскринов, но ее изначальная простота не фатальная. И есть трехтомник опций, позволяющий докупить комфорт, удобство, удовольствие и даже превратить заднеприводный пикап с однодневным запасом хода в 5-метровый кроссовер с кузовом универсал любого цвета и запасом хода в 380 км, то есть не в одну сторону, а с возможностью вернуться домой. Играя в моду на словах и на деле, авторы проекта обещают создать обширную экосистему персонализации, хотя она станет впрямую конфликтовать с народностью, в основе которой во все времена доступная цена. В Америке цена точной бывает редко, ее требуется узнавать на кассе. Даже батон хлеба оказывается дороже ценника, к указанной стоимости добавляются местные налоги, неизвестные заранее. Заявляя стоимость стейта, народу Америки обещают $20 000. Тихо бубня под нос, что в итоге может получиться даже дешевле или в 1,5 раза дороже. Но гарантируют, что купить простецкий пикап сможет любой, а затем его доделать под себя. Поскольку народ нынче безрукий, кроме экосистемы обещана техподдержка и круглосуточные консультации, чтобы при помощи отвертки гаечного ключа по телефону убрать лишнее и установить вожделенное. Но люди, умеющие пользоваться гаечным ключом, нишевая разновидность автовладельцев. Их и прежде в Америке не очень много водилось, а сейчас и подавно. Создавать бизнес в расчете на исчезающего клиента опасно и недальновидно. Зато все другие производители предлагают меньше вариантов за большие деньги. У дилера любой автомобильной марки можно дозаказать опции, но их будет не 3 тома, и они не поднимут серийный автомобиль до максимальной персонализации. Как идея State интересен, что во все времена является отличным стартовым условием любого проекта. К тому же из этого State может получиться конкурент Тесле, что вызывает народное воодушевление. У литовского дрифта метеозависимости нет, он круглогодичный. Дрифт не унимается зимой, действуя без перерыва на холодное время года. Но в первые выходные мая летний сезон все-таки стартует.
Русский дрифт тяготеет к первоосновам, к японцам. В странах Балтии дрифт – это BMW. В России дрифта два – РДС и РДА. Разница между ними в каркасе безопасности. РДС требует каркас. В РДА можно без каркаса, что делает затею доступной для любого парня из подворотни. В Балтии все ездят непременно с каркасом, огнетушителем, в комбинезонах, шлемах. Слет литовских BMW – еще и выставка достижений. Тюнинг самого праздничного вида, с фантазией, красками, затейливыми аксессуарами. Сложно представить эти красивые машины в боевом упоении гонки, когда каждый элемент красоты рискует в первом же повороте получить травму, несовместимую с выставочной жизнью. Видно, что готовили машины с любовью, превосходящей семейные отношения. Жене столько подарков достается гораздо реже. Зато подобная подготовка машины к состязанию возвращает к исторической традиции взаимоотношений человека и его боевого коня. Лошадь была нужна для дела, на ней воевали, ходили в набеги, устраивали засады, гоняли за отступающим противником, изредка принимали парады. Покатать невесту, съездить на рынок, отдохнуть на природе – функция для лошади настолько второстепенная, что была в биографии далеко не каждого коня. Но в бой лошадь готовили как на парад и воевали во всей красе, в блеске снаряжения, ювелирных достижений, богато инкрустированной экипировки. Дрифт, где гоночная машина одновременно выставочная, как раз из той эпохи, когда конь был и боевым инструментом, и экспонатом достижений хозяина. Майский дрифт в Подивежесе, организованный командой Дрифт Арена ЛТ, стартовое мероприятие из долгой гастрольной серии по всей Литве. Сценарием первой гонки напомнил публике первооснову данной спортивной дисциплины. Дрифт – это ведь уличное хулиганство, когда пацаны выясняют, кто круче, но не по американской прямой, породившей дрэг-рейсинг, а по японской кривой, сформировавшей дрифт. То есть это в первую очередь уличная гонка на скоростное прохождение поворота. Желательно парная, чтобы уж точно кого-нибудь победить. Pakankamai nežalni iniciacija, čia šiek tiek prisistabdo, keletą spyrių per sankabę, sulinguoja, jo, pakankamai standartiškai atrodantis BMW. В Поневежесе под трассу арендовали кусок городской проезжей части с хорошим асфальтом, выстроили зону безопасности, поставили бетонное ограждение, фуд-траки с шашлыком, бургерами и кофе, обозначили места для зрителей и поехали штурмовать только один поворот. Turime trumpą pertraukėlę, dar kartelį norime padėkoti mūsų renginio partneriams Cattle.com, sportos sprendimai, Transvipus. Начали в пятницу, продолжили в субботу, закончили в воскресенье. Каждому гонщику позволили долго тренироваться, присиживаясь к трассе, выстраивая траекторию, наращивая миллиметраж. Тренировка долгая, чтобы не горячиться и не наломать дров, бамперов и железобетона, чтобы раз за разом красиво войти, точно отрулить, красиво дымить. Turėtų gauti daugiau taškų Vitas Žalandauskas negu. Что не избавляло от фатальных ошибок, когда бетон оказывался неопровержимо крепче.
Уровень азарта таков, что чинят поверженные машины немедленно, перебирая подвески, акерманы, дифференциалы, двигатели прямо на месте. После чего паддок напоминает не только ремзону, но и берег моря с выброшенными на сушу останками погибших обитателей глубин. Первая часть дня, тренировочные заезды, занимает основное время. Потом, ближе к вечеру, перерыв, брифинг, дозаправка себя и машин кофе и бензином. И на это время клубный паддок BMW оживает и становится обитаем не только гонщиками, но и подтянувшимися зрителями, среди которых случайных людей нет. Здесь все в теме, все понимают происходящее, все за кого-то непременно болеют, в том числе за папу. Клуб BMW подразумевает, что тягач тоже желателен BMW. В этом случае композиция выглядит законченной и не порождает вопросов. Японцам разрешено приезжать на тягачах любых марок по выбору, но на весь паддок японцев только 2 Ниссана. Очень хорошо выступавших, вполне удержавших честь Японии на должном уровне. На современных и быстрых сюда заехал полюбоваться Херби. Большинству он известен в сером цвете, но тут еще одна конная подробность. Белая лошадь рождается черной, не вороной, а именно черной, и со временем седеет до идеально белого состояния. В документах зоотехники никогда не пишут «масть белая». Даже черному жеребенку ставят в техпаспорт цвет серый. Поэтому приехавший на гонку Херби, он просто еще молодой, лет через 5 станет, как полагается, серым. Под вечер самое интересное – парные заезды. Хулиганство в повороте на высочайшей точке мастерства. Стучать в дверь соседу считается неприличным, поэтому, когда не хватает места, жертвуют собой, болезненно теряя части тела. Darvin Dvukova, Stephen Kashevich. Особенность наградной системы автоспорта Литвы. Призовых мест не 3, а 4, поскольку заезды парные и справедливо, что приехавший вторым во второй паре тоже получает пьедестал. Septyniasdešimt medalių Vitas Žalandauskas, iki pirmųjų pozicijų tikrai dar toli, bet 74 geras rezultatas čia trasai. Вопросы-ответы. Пообщаемся. Вадим Гершман. Прогрессивный штраф, который базируется на зарплате, абсолютно справедлив. Точно так же работают налоги. Ни прогрессивная шкала штрафов, ни тем более прогрессивная шкала налогов не имеют к справедливости никакого отношения. Любой налог по определению несправедлив. Налог – это плата за лояльность, за поджатый хвост. Если нарушаешь закон, садишься в тюрьму. Если не нарушаешь, платишь налоги. Штраф, исходя из имущественного положения. Максимально бессовестная манипуляция и подмена понятий. Наказание, не имеющее отношения к тяжести содеянного. Юрий Еременко. Штраф, зависящий от дохода, абсолютно справедлив, ничего не извращает. Штраф носит превентивный характер. Это не налог или мзда, а мера ответственности. Понесет ли ответственность, задумается о том, стоит ли нарушать в будущем, работяга с зарплатой в $1000, если ему дадут штраф $100? Вероятно, да. А человек с доходом в $1 миллион в месяц, которому дадут штраф $100? Смешно.
Юрий, охотно верю в ваш доход в $1 миллион в месяц. Верю, что лично вам плевать на штраф в $100 и даже смешно. Но и на вас распространяется справедливость. И не все из тех, кто, как вы, получает $1 миллион в месяц, плюют на закон и не обращают внимания на штраф в $100. Для миллионера ущерб в $100 ощутим и тоже воспринимается болезненно. На ближайшем светском рауте, куда вы привычно приезжаете в смокинге и бабочке. Ну, спросите об этом. Валерий Владимирович, если специалист не смог реализоваться по профилю, виновато образование, ошибка выбора профессии или самого человека? Точно кто-то виноват? Как же все однобоко? До того, как стать специалистом, не сумевшим реализоваться, теперь предстоит борьба с государством за право стать этим специалистом. Отныне государство решает, кому кем быть. В СССР это уже пробовали, когда при Брежневе евреям запретили поступать на физфак МГУ, чтобы на всякий случай у страны не было следующего Ландау, братьев Кекоиных, Термена, Гинзбурга, Зельдовича. На сегодня все. До свидания.